Представьте человека, у которого есть все. Не в смысле абстрактного богатства, а буквально все, что только можно пожелать. Власть над людьми и землями, богатство, перед которым меркнет любое накопленное состояние, знание, добытое годами размышлений, дворцы, сады, пиры, слуги, слава, которая выходит за пределы его времени. И время на все это. Время испытать, насладиться, проверить, понять. И вот этот человек, тот, у кого действительно все, говорит: «Суета-сует, все суета». Это начало одного из самых необычных текстов древности. Книга, которую в еврейской Библии называют «Кахелет», а в греческой и русской традиции «Экклезиаст», слово, которое переводят как «проповедник» или «созывающий собрание». Текст, который не прославляет величие и не обещает награды. Текст, который делает нечто другое. Он смотрит на человеческие мечты о власти, успехе и бессмертии и разбирает их изнутри. Голос книги говорит от лица сына Давида, царя в Иерусалиме. Именно поэтому традиция долгое время связывала Экклезиаст с Соломоном, царем, который в библейской истории стал олицетворением мудрости, богатства и влияния. И образ работает. Кто, как не Соломон, мог бы говорить об исчерпанности всех даров мира с личным опытом? Кто лучше знал бы, что богатство не спасает, если у него было все богатство? Но с научной точки зрения картина сложнее. Современные исследователи обычно не считают автором Экклезиаста исторического Соломона. Язык книги, ее стилистика, ее интеллектуальная среда – все это ведет к значительно более поздней эпохе. Большинство ученых датируют текст приблизительно III веком до нашей эры, то есть спустя 7 или 8 веков после Соломона. Это не значит, что текст лжет или менее важен. Это значит, что неизвестный автор сознательно выбрал голос величия, чтобы потом это величие разобрать на части. Экклезиаст принадлежит к тому, что исследователи называют мудрой литературой. Это тексты, которые думают о жизни прямо, без мифологических украшений, о справедливости, о судьбе, о пределах человеческого знания. В этой традиции Экклезиаст стоит особняком. Его тон холоднее, трезвее, почти болезненно внимателен к пределам. Он не утешает, он разбирает. И начинает он с самого прямого вопроса, который только можно задать человеку. Что остается от власти, мудрости, богатства и успеха, если человек все равно смертен? Власть – это обычно первое, за что хватается человек, когда хочет почувствовать себя защищенным от мира. Если ты управляешь людьми, если у тебя есть сила принимать решения, если твой приказ изменяет реальность вокруг тебя, кажется, что ты стоишь чуть выше обычного человека, чуть дальше от края. Экклезиаст смотрит на это иначе. Голос книги говорит: «Я предпринял великие дела, построил дома, насадил сады, завел слуг и слуг, рожденных в доме. Собрал серебро и золото, приобрел певцов и певиц. Я превзошел всех, кто был до меня в Иерусалиме, и я не отказывал себе ни в каком удовольствии. И посмотрел я на все дела свои и на труд, которым я трудился, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Это не жалоба человека, которому не дали власти. Это слова человека, который получил власть и смотрит на нее изнутри. Власть в Экклезиасте не отрицается как злодейство или несправедливость. Она просто ставится в рамку. Ты можешь строить, приказывать, накапливать, управлять, но ты не можешь с помощью власти изменить главный порядок вещей. Солнце всходит и заходит, реки текут в море, и море не переполняется. Поколение приходит, поколение уходит. Земля пребывает вовеки, а человек со всей своей властью нет. Это не пессимизм ради пессимизма. Это наблюдение, которое труднее всего принять именно тем, у кого есть власть. Потому что вся психология власти построена на ощущении, что ты выходишь за пределы обычной судьбы. Экклезиаст говорит: нет, ты не выходишь. Ты просто дольше можешь делать вид, что выходишь. Если не власть, может быть богатство. Второй инструмент, которым человек обычно пытается закрепить себя в мире, это накопление. Собрать достаточно. Создать имущество, которое будет работать вместо тебя. Обеспечить себя так, чтобы неизвестность не добралась. Экклезиаст и здесь останавливается и смотрит прямо. Тот, кто любит серебро, не насытится серебром. И тот, кто любит богатство, не получит от него пользы. Богатство накопленное во вред богатому. Есть человек одинокий, и нет у него ни сына, ни брата, и всем трудам его нет конца, и глаз его не насытится богатством. И для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и тяжелое занятие. Но самый жесткий удар по богатству в Экклезиасте не в том, что оно не приносит счастья. Этот аргумент слишком привычен, слишком часто повторен. Удар в другом. Голос книги говорит:
«Я возненавидел весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет владеть всем трудом моим, которым я трудился и в котором показал мудрость. И это суета». Вот настоящий нерв. Ты трудишься, ты копишь, ты строишь, ты оставляешь след. А потом это все переходит к другому. И ты не выбираешь к кому. Возможно, к тому, кто промотает, возможно, к тому, кто не понимает ценности, возможно, к тому, кто просто родился позже тебя. Это подрывает не просто богатство как таковое, это подрывает саму мечту о том, что накопление – это победа, что труд и владение создают личную прочность, что твой успех принадлежит тебе. Экклезиаст говорит: нет, то, что ты собрал, принадлежит времени, а не тебе. Ну хорошо, если не богатство, если не власть, может быть, мудрость. Это место, где экклезиаст становится по-настоящему жестким, потому что мудрость – это последнее убежище. Если у меня нет власти и нет богатства, но у меня есть понимание, мне казалось бы, что я стою выше тех, кто просто накапливает или правит. Что знание само по себе – это форма защиты. Экклезиаст не говорит, что мудрость бесполезна, он честен в этом. Мудрость лучше глупости, так же, как свет лучше тьмы. Мудрый видит дорогу, а глупый ходит в темноте. Это правда, и книга ее не отрицает. Но затем следует удар, который делает этот текст особенным. «И я увидел, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем: и меня постигнет та же участь, что и глупца. Зачем же я старался быть очень мудрым? Это тоже суета. Нет памяти о мудром так же, как и о глупом, навеки. В грядущие дни все будет забыто». Это не антиинтеллектуализм, это нечто более точное. Мудрость помогает жить лучше, но она не меняет конечного условия. Мудрый и глупый умирают. И более того, мудрый, в отличие от глупца, знает об этом. Он осознает предел. И именно это знание, говорит экклезиаст, причиняет особую боль. В том, кто умножает знание, умножается скорбь. Это один из самых ранних известных голосов, который говорит прямо: понимание мира само по себе не делает тебя выше судьбы. Оно делает тебя острее, яснее, возможно, честнее, но не защищеннее. Интеллектуальное превосходство – это не броня, это просто более ясное зрение перед лицом того же предела. Тогда, может быть, наслаждение? Если власть, богатство и мудрость не дают окончательной защиты, может быть, смысл в самой жизни? В радости, в еде, в удовольствии, в красоте каждого дня? Вот здесь экклезиаст делает нечто неожиданное. Он не запрещает радость. Он не аскет и не морализатор. Он прямо говорит: нет ничего лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это часть его удела. Но тут же задает вопрос. Если ты превращаешь наслаждение в смысл, в способ закрыть пустоту, в метод победить тревогу перед конечностью, оно ломается точно так же, как ломается все остальное. Я сказал себе: испытаю я тебя весельем и насладись благом, но и это суета. О смехе я сказал: глупость, а о веселье, что оно делает? Разница тонкая, но принципиальная. Экклезиаст не против радости, он против радости как стратегии спасения. Наслаждение – это хорошо, пока оно честно, но когда оно становится способом не думать о том, что неизбежно, оно превращается в еще одну форму самообмана. И та же логика работает для труда. Голос книги много говорит о труде и почти нигде не осуждает его сам по себе. Труд – это часть человеческой жизни, и это нормально. Но труд как попытка закрепить себя в мире, труд как способ накопить что-то окончательное – это уже другое. Это томление духа, потому что ни радость, ни усилие не могут остановить время. Вот где экклезиаст наносит последний, самый тихий и самый страшный удар. Если ни власть, ни богатство, ни мудрость, ни наслаждение, может быть, остается хотя бы след? Может быть, человек не спасает себя при жизни, но остается в памяти? Империи строят монументы, цари вырезают свое имя в камне, полководцы хотят, чтобы их помнили, философы пишут, чтобы остаться. Это, возможно, последняя форма победы над пределом – пережить себя в истории. Экклезиаст не щадит и эту надежду. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Поколение проходит и поколение приходит, а земля пребывает вовеки. Это не просто личная смертность, это исчезновение самого следа. Экклезиаст говорит о том, что мы сейчас называем цивилизационной памятью и ее ограниченностью. Великие забываются, победы тускнеют, имена стираются.
Тысячи людей, которые думали, что останутся в веках, исчезли без следа. А Земля продолжает. Это место в тексте особенно сильно резонирует именно потому, что мы знаем, он прав. Мы не помним 99% людей, которые когда-либо жили. Большинство из тех, кто думал, что останется в веках, не ошибался в своей значимости. Он ошибался в масштабе времени, которое все стирает. Экклезиаст, по всей видимости, этот масштаб чувствовал. Если даже слава не спасает, тогда что? Именно в этой точке текст делает поворот, который и отличает его от простого пессимизма. Экклезиаст не приходит к выводу, что жить не надо. Он не призывает к отчаянию. Он не говорит «раз все суета, то и делать ничего не стоит». Он делает нечто другое, и это, возможно, самое трудное и самое взрослое, что есть в тексте. Он предлагает жить без иллюзий. Не в смысле жить в тоске, не в смысле отказаться от всего, а в смысле перестать требовать от жизни того, что она не может дать. Перестать ждать от власти бессмертия, перестать ждать от богатства защиты, перестать ждать от мудрости окончательного ответа. Принять меру человека и жить внутри нее. В тексте это звучит так. «Иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, потому что это доля твоя в жизни». Это не банальный совет жить одним днем, это что-то более суровое. Это признание, что у человека нет другой меры, кроме его дня, его дела, его близких, его усилия. И что это не трагедия, а просто правда, из которой можно жить. Экклезиаст не зовет в пустоту, он зовет к трезвости. И это самое трудное место во всем тексте. Потому что большинство людей, читая его слова о суете, слышат отрицание. Но отрицание – это не то, что он делает. Он скорее снимает с жизни ее претензию на большее, чем она может дать. И в этом странная, холодная, почти суровая честность. Почему этот текст, написанный более 2000 лет назад, до сих пор звучит так точно? Не потому, что мы живем в эпоху разочарования. И не потому, что люди стали мудрее или циничнее. А потому что механизм, который разбирает Экклезиаст, не изменился. Человек по-прежнему строит свои мечты на тех же опорах. Карьера даст защиту, капитал даст свободу, признание даст смысл, успех даст ощущение, что жизнь прожита не зря. Репутация переживет тело. Экклезиаст говорит «нет». Не потому, что эти вещи плохи, а потому что они слишком малы для той задачи, которую им пытается поставить человек. Власть – хорошая вещь. Богатство – хорошая вещь. Мудрость – хорошая вещь. Но они не могут сделать человека окончательно защищенным. Они не могут остановить его исчезновение. И это древний удар. Один из самых ранних сохранившихся текстов, который говорит об этом прямо, без религиозного обещания, без философского утешения, без мистической замены. Просто смотрит на человека с его достижениями и говорит: «Ты не победил предел. Ты просто долго делал вид». Экклезиаст страшен не тем, что он мрачный. Многие тексты мрачные. Он страшен тем, что он трезвый. Он не говорит, что жизнь плоха. Он говорит, что у жизни есть предел, и этот предел не аномалия, не несправедливость, не ошибка мироустройства. Это просто условие, внутри которого живет человек. И величие, власть, богатство, мудрость, слава, след в истории не отменяет этого условия. Оно лишь создает иллюзию, что когда-нибудь достаточно большое достижение наконец поставит человека над его природой. Экклезиаст снимает эту иллюзию. Не ради нигилизма, не ради отчаяния, а ради чего-то более редкого, ради честного взгляда на то, что есть. Мир, в котором человек живет свой день, делает свое дело, берет от жизни то, что она дает, и не требует от нее большего, чем она способна дать. Это не слабость. Это по Экклезиасту единственная форма взрослости, которая не разрушится при первом столкновении с реальностью. Мечта о величии – это мечта о победе над пределом. Экклезиаст говорит: этой победы не будет. Было ли когда-нибудь иначе? Нет. Но человек продолжает мечтать. И именно поэтому этот голос неизвестного человека, писавшего более 2000 лет назад, где-то в иудейском мире эпохи эллинизма, продолжает звучать. Не потому, что он все объяснил, а потому, что он задал вопрос, от которого нельзя уйти. Что остается от тебя, если убрать все, чем ты хотел себя защитить? Это и есть Экклезиаст. Древний текст о жизни после крушения мечты о величии. Если этот разговор вас зацепил, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.
Мы продолжаем разбирать древние тексты и цивилизации, которые говорят о человеке честнее, чем многие современные книги. Напишите в комментариях, какой из аргументов Экклезиаста ударил вас сильнее всего? Про память, про мудрость или про что-то другое? Читаю все.